Привет, друзья! Я Саша, это канал Cooking Time. Готовить сегодня будем простой лимонный десерт, сливочно-лимонный десерт, лимонный пассет. Очень вкусно, очень нежно, очень лимонно и сливочно. И всего из 3 ингредиентов. Все делается очень-очень просто. Тыц-пыц и готово. Следите за руками. Поехали! Чтобы десерт смотрелся эффектнее, я буду подавать его в половинках лимона. Соответственно, мне нужно эти половинки лимона располовинить. Лимоны предварительно помыты, чистые, красивые, вот такие вот лимончики. Выбирайте для подачи как раз те, что покрасивее. Разрезаем пополам и ложкой, ножом. Удобно делать это ложкой-нуазеткой, можно использовать обычную ложку. Извлекаем оттуда всю мякоть вместе с соком. Сок нам потом тоже для десерта понадобится, поэтому ничего не пропадет. Ну а если что-то останется, всегда можно будет использовать в качестве ингредиента для, например, заправки какого-нибудь салата. Или в маринад добавить. Это, пожалуй, самое долгое действие в процессе подготовить половинки лимонов. Как я сказал, все остальное делается просто и быстро. И с половинками вы, в принципе, можете, конечно, не заморачиваться. Можете подавать этот десерт в чашечках, пиалках, стаканчиках, рюмочках. Захрипел. Десерт всесезонный, но мне кажется, что вот как раз вот весной, летом почему-то хочется вот каких-то таких витаминчика С, да? Да. Концентрированного. Вот такие должны быть чистые половинки, чашечки для подачи. В сторону они понадобятся позже. Ну и как раз сейчас можно отмерить необходимое для рецепта количество лимонного сока, пропуская его через сито, чтобы был только сок без всякой мякоти. Все, что осталось, можно будет дожать потом и, как я сказал, использовать для других рецептов. Перелить в какую-нибудь баночку, закрыть и хранить в холодильнике. Для приготовления этого десерта понадобится какой-нибудь сотейник, небольшая кастрюля, ковш. Туда сразу заливаем жирненькие сливки. В идеале использовать 35%. И туда же сразу засыпаем сахар. Я использую обычный белый сахар. Если вы решите использовать сахарозаменитель, если решите использовать, то берите тот, который не будет кристаллизоваться при охлаждении, потому что десерт будет охлаждаться, а некоторые сахарозаменители славятся тем, что образуют кристаллики как раз при охлаждении. Чтобы десерт остался мягким и нежным, выбирайте тот, с которым этого не происходит. Я использую просто сахар. И чтобы десерт получился прям лимонным, туда же добавим лимонную цедру. Берем, как всегда, только самую верхнюю, желтую часть. Именно в ней содержатся все ароматные масла. И прям чувствуется, пошел вот этот вот аромат лимона. И еще один ингредиент, который сделает этот десерт еще вкуснее и ароматнее. Да, еще один ингредиент, но он по желанию и опционален. Можно его не добавлять, поэтому всем душнилам прошу не беспокоиться. Можно использовать ванильный экстракт, ванильную пасту, можно часть сахара заменить ванильным или использовать ваниль в стручке. Разрезаю стручок пополам, вдоль. Из каждой половинки выскребаем семена. Сотейник, кастрюлю, к сливкам, сахару. И из второй половинки точно так же. И сам распополамленный и выпотрошенный стручок тоже туда, в сотейник. И теперь все это ароматное и вкусное вместе с сотейником, кастрюлей, ковшом ставим на плиту. Ставим на средний огонь. Потихоньку, не истерически, аккуратно помешивая, доводим сливки со всем содержимым до кипения. Как только сливки закипят, появятся такие первые пузыри, убавляем огонь до минимума, продолжая аккуратно помешивать. При слабом кипении томим, провариваем все ровно 5 минут. Огонь должен быть ровно таким, чтобы сливки продолжали слегка подкипать. Ни желатин, ни крахмал в этом рецепте не используется. Он здесь просто не нужен. Снимаем с огня и сразу в горячие сливки тонкой струйкой вливаем лимонный сок, тщательно перемешивая все это венчиком. Ничего взбивать не нужно, просто хорошо, тщательно все
перемешать. Кислота, которая содержится в лимонном соке, запустит процесс связывания белка казеина, который содержится в сливках, а жирность сливок не даст этому всему свернуться. Именно поэтому нужны жирные сливки. В том числе и поэтому нужны жирные сливки. Накрываем крышкой и даем постоять, оставляем минут на 10-15, чтобы все эти ароматы, вкусы там хорошенько настоялись. Подавать десерт я буду вот на таком красивом лимонном блюде. И чтобы мои половинки лимонные встали сюда достаточно устойчиво, в том числе и для того, чтобы удобнее было наполнять их сливочно-лимонной смесью, я создам из обычного сахара вот такие вот небольшие сахарные горки. И на каждую такую сахарную горку водружаю лимонную половинку, и видите, она стоит, не шатается. После того, как все постоит, настоится, еще раз хорошенько перемешиваем венчиком. Опять же, ничего не взбивая, и уже даже можно будет увидеть, как смесь становится такой более тягучей, начинает загустевать. Смесь необходимо процедить, пропустить через сито, в котором останется цедра, стручок и все, что нам не нужно для гладкого однородного десерта. Я, как видите, сразу переливаю смесь в чашу с носиком, так будет удобнее заполнять формочки будущим десертом. Аккуратно, не торопясь, заполняем все формочки, чашечки лимонно-ванильной смесью до верхушки. И аккуратно переносим формочки вместе с блюдом, в моем случае, в холодильник, где они проведут минимум 3 часа, 3-4 часа. Можно оставить на ночь. Все это должно хорошенько охладиться и застыть. Оставшуюся смесь я разолью по стеклянным стаканчикам с двойным дном, в которых тоже можно будет эффектно все это подать. Стаканчики я до краев не заполняю, оставляю место для украшения. И точно так же стаканчики на 3-4 часа на ночь в холодильник. Охлажденный и застывший десерт украшаем свежими ягодами, малина, блюберика, листочки мяты прекрасно туда впишутся. А как это вкусно пахнет! Лимон, ваниль — это что-то невероятно гармоничное. Такой густой, нежный крем. Это очень вкусно. Это что-то на очень-очень нежном и очень-очень вкусном. То, что нужно для лета. Это и освежает, и охлаждает, и бодрит. И настроение поднимает. Можно сделать еще красивее. Сверху вот так вот застывший охлажденный десерт присыпать сахаром и обжечь горелкой. Получаются такие лимонные крем-брюле в половинках лимона. Разбивающаяся под ложкой карамельная корочка. Какое все нарядное, налимоненное. Как пахнет вкусно. Такой аромат ваниль и лимон. Прям с ума сойти. Корочка. Сейчас я к микрофону, чтобы погромче было. Стучит. Стучит. Прям Да. слюна уже капает практически. Разбивай. Посмотри, какая нежнятина. Оно в меру кислое, похоже на заварной крем, такой нежный-нежный, такой по текстуре очень, но такой лимонно-ванильный приятный. Как же вкусно. Всем срочно надо. Волшебство. Так, все, нужно нормальную горелку. Представляешь, сейчас что чуть не случилось? Ты чего там делаешь? В саду созрели кленовые лимоны канадские. Самое время приготовить какой-нибудь десерт лимонный. Вкусно. А тебя прям не удивляет, да, что канадские кленовые лимоны? Меня удивляет, но раз ты говоришь, я тебе доверяю. Самые вкусные лимоны — это канадские кленовые.